Ребятки, приветствую вас на своем канале, канал Dance Play, или сокращенно DEP. Я его ведущий Денис. Я поиграл в игрушку симулятор автодилера, и теперь я могу дать несколько советов тем, кто только начинает играть. Ну, я считаю, что я могу, потому что вы можете видеть, сколько я машин продал. Это 272 штуки. То есть на основании этих данных я что-то дознаю о продаже машин в данной игре. О покупке, о примочках, о выставках и других интересных моментах мы сейчас с вами поговорим. Сразу же хочу сказать, ребят, покупаете вы машины, да? Нажимаем «Купить машину», допустим, да? Находим, вы, допустим, начали игру, находите, у вас там будет примерно 5000, находите, допустим, самую крутую тачку. Вот, допустим, у меня сейчас лимит стоит на 19 990 вроде, ну вот. 19 Хаммер, это, да, 19, сейчас я здесь выберу, целая растаможенная. Применить фильтр. Смотрим, есть ли у нас здесь наша машинка. Вот, 19 845 тысяч долларов. 19 тысяч долларов, точнее. Попросим, ребят, всегда просите 50% скидку. На любой автомобиль просите 50% скидку. В любом случае вам ее дадут. Просим скидку. Не да. Выходим, значит. Нажимаем «Купить машину». Опять ищем же машину. Ищем самую дорогую. Ну, можно нажимать «Применить фильтр», если не нашли вот самую дорогую цену. И опять искать. Это можно повторять, как понимаете, до предела. Ну, допустим, давайте гелик возьмем, попробуем. Или что это? Ну да, похоже. Просим 50% скидку. Не дает. Ну и хрен с ним. Также, внимание, ребят. Если просите скидку, энергии у вас в начале игры будет не так уж и много, в принципе. Просить надо скидку, то есть вот выбираем 50% скидку. Нажимаем 1. Если он не согласился, вот у меня в данном случае согласился. А если он не согласился, значит, еще раз нажимаем, но не более. То есть два раза, то есть раз нажал на попросить скидку, потом еще раз. И все. Больше не нажимаем. Бесполезная трата энергии. Этот парень согласился мне продать по такой цене. Видишь, он мне скинул 50%. То есть я за ремонт в любом случае деньги отобью, какой бы он ни был. Проверку автомобиля. Смотрите. У нас есть возможность здесь проверить в сервисе машину. В сервисе проверять... Смотри, вот у меня, видишь, ты проверить в сервисе 1667. Он может согласиться, а может нет. Он соглашается. По началу игры, это может, знаешь, это сейчас я могу себе, допустим, позволить, потому что у меня он 743 тысячи, я могу, допустим, отвести в сервис. А если ты только начал играть, да, допустим, то лучше купить машину, а потом ее уже проверить. Сейчас я тебе покажу почему. Запомнил, сколько она стоила? 1000 с чем-то, да, 1000 с чем-то, чтобы проверить в сервисе. 1600 или сколько там. Я покупаю машину. Захожу в ремонт. Она у меня вот не проверенная. Теперь смотри, сколько стоит теперь проверка в сервисе. $204. То есть понимаешь, да, какая стоимость? То есть я там мог проверить за 1600 там или сколько, не запомнил. А здесь за 200, за $200 всего лишь. Понимаешь, то есть это, ну просто, это несоизмеримые цены. Проверяю в сервисе. И вот смотри, какая мне машинка попалась. Я проверил в сервисе у официального дилера. У меня нет ни одного повреждения. И я еще машину купил с 50% скидкой. То есть нулевая машина, представляешь, первый раз такое попалось у меня. То, что я покупаю машину, и она целенькая. Она реально, и она вообще никак не подкоцана. Следующий момент, смотри внимательно. Нажимаешь на продажу машины, да? Видишь возможный доход внизу зеленым. 11 991. Рыночная цена 20. То есть мы выставляем за 20 тысяч и получаем еще 11 сверху. Потому что мы купили ее за 8 тысяч. Смотри, что делаешь. Постоянно ставишь цену плюс 50%. Теперь мы выставим ее за 30 тысяч и получим уже в нашу копилку 22 тысячи долларов. То есть, то мы могли получить 11, ну 12.
а то мы получим 22 тысячи долларов. Ты представляешь, да, себе такое, что это вообще... Это просто несоизмеримые суммы, которые дадут тебе преимущество просто бешеное. Да, они будут выкабрыживаться. Некоторые могут найти еще какую-то поломку, я не знаю, как они это делают, если я в сервисе проверил, мне там ничего не нашли, они проверяют. И некоторые могут выпендриваться то, что стоимость у машины большая. Тебе запутался с языком. Тебе придется ее снимать с продажи, если тебе человек встретился, запомни это внимательно. Человек встретился, который хочет купить, но отказывается, потому что цена высокая, нажимай «Снимать с продажи» и опять выставляй, потому что тут такой баг, ну, лично у меня встречается, не знаю, как у вас. Если человек сказал, допустим, на какую-то машину, что цена высокая, потом ее никто уже не купит, пока ты не снимешь ее с продажи и не поставишь снова. Запомни, это может пригодиться, очень важно быть. Вот, то есть постоянно проси скидку 50% и ставь стоимость плюс 50%. Это твой залог успеха, я тебе отвечаю. Это ты поднимешься очень быстро. Смотри, что делать с примочками происходит. И с деньгами тоже. Деньги в этой игре нужны до того момента, ну, по крайней мере, я дошел до такого момента, когда они у меня копятся, то есть у меня, вон, видишь, 734 тысячи. А мне их тратить некуда. То есть у меня все куплены примочки на все уровни, кроме вот этих, которые за деньги. Я не знаю, может, они по прогрессу игры потом откроются еще дальше, не знаю. То есть деньги до определенного момента нужны, когда ты примочки скупаешь. Потом они уже не так уж важны будут. По ремонту машины хочу сказать. Смотри, вот есть у меня возможность, у меня сейчас в документах утерян ключ. Я не знаю, как может такое в этой игре происходит, но постоянно либо ключ утерян, либо ПТС, даже если у тебя она полностью прокачана, и ты можешь все проверить, если ты даже к дилеру отвез, а они не могут найти, допустим, что у него ключ потерян, или там ПТС нету, и ты потом это обнаруживаешь, и все, это пипец просто. Не суть. Смотри, у нас есть качественный ремонт. Качественный ремонт никогда не нажимай. Да, ты можешь профукать бабки в плане того, что, допустим, ты купишь себе машину, поремонтируешь ее некачественным ремонтом, а у тебя поломка опять возникнет. Ну, шанс, что она возникнет, небольшой. А заплатить 3000 за качественный ремонт, ты понимаешь, да? Ты разоришься нахрен так. То есть машина это не окупится, ну никак. Поэтому делаем... еще по самостоятельному ремонту. Смотри, у меня есть шанс. Вы можете самостоятельно починить. Вероятность успеха 100%. Но самостоятельный ремонт стоит 1049. Да, у самостоятельного ремонта есть преимущества. Знаешь, какие? То, что если ты раз починил, она не сломается, машина, повторно. Понимаешь? Ну, не сломается именно... Не появится опять такая же поломка. Но еще раз говорю, на ранних этапах игры тебе это вообще не надо. Тебе надо только делать некачественный ремонт. Я тебе отвечаю. По поводу энергии. Тратить ее или нет. Сейчас... На данном моменте игры я могу потратить энергию, я могу себе позволить, потому что мне энергию нахрен некуда девать ее просто-напросто. На начале игры лучше не ускорять ремонт. Лучше вылези, ВКонтакте посиди, там позалипай какой-нибудь фигней, помайся, но не ускоряй ремонт, это тебе не надо. Успеешь. Что еще могу сказать? В общем, давай еще в выставку зайдем. Смотри, выставки. На выставках побеждают либо те, у кого дорогие тачки, либо у того, у кого есть крутые друзья. Вот есть Михаил Семеряков. Надеюсь, правильно назвал тебя. Извините, если что не так. Вот он постоянно выставляет эту тачку и постоянно побеждает, потому что у него одна из дорогих тачек 4 миллиона 859 тысяч. У меня таких нету, к сожалению. Человек реально просто в моем представлении это недостижимо на данный момент. Видишь, я сейчас менеджер по особо важным делам. Тут каждый раз повышается уровень. Дается какая-то либо скорость ремонта, скорость ремонта уменьшается, успешность ремонта повышается, макс цена машины возрастает. Вот сейчас у меня максимальная 19 999. У тебя будет постепенно тоже она повышаться. И тебе надо, когда ты покупаешь машину, постоянно, если уровень повысил, выбирай вот здесь цена, видишь? Тут есть до 5, от 5 до 8, от 8 до 12, от 12 до 20.
Вот я сейчас уже, у меня сейчас доступно от 12 до 20. У тебя, естественно, не будет доступно, так что придется помучиться немножко. Вот, у тебя будет примерно доступно до 5, наверное, ну, где-то так. То есть, видишь, у меня есть Запорожец, допустим, сейчас приведу пример, за 1300. Я спрашиваю его состояние постоянно, потому что бывает говорят, бывает нет. Скидочку он мне не дает, все, дальше мы не нажимаем уже. Это не надо нажимать, потратишь пустую энергию. Проверять машину тоже не стоит самому, потому что это, я тебе еще раз повторюсь, это затрата энергии. Лучше отвезти ее в сервис, только ни в коем случае не отвози ее при покупателе. Отвези сам, намного дешевле выйдет. Прошу скидку, опять не дает. Захожу опять купить машину. Попробую купить АКУ. Опять не дала. Это такой процесс, ребят, на который может потратить время, но он вам реально, поможет 100% в продвижении по игре. Вы будете столько денег экономить. Если бы мне изначально сказали бы, что ты можешь, допустим, такие махинации проводить, да, то есть 50% просить скидку и потом еще накручивать плюс 50% на стоимость автомобиля. Вот, видишь, он согласился мне скидочку дать. Все, покупаем машину, пофигу. Здравствуйте, видели ваше объявление по поводу машины, оно еще в силе? Давай встретимся с покупателем. Видишь, он проверил, изъянов не было. Он просит у меня скидку. Смотри, еще совет тебе даю. Никогда вот сюда не нажимай, видишь, 5% написано. Никогда туда не нажимай. Не нажимай просто и все. Нажимай «Сделать предложение». Они всегда, даже если ты как там 5% стоит, либо они скажут, что цена слишком завышенная, либо вот как она согласится, и видишь, цена не уменьшилась. То есть скидки ты считал и не дал, правильно? Классно, верно? Все, нажимаешь «Продать». 22 154 $. Че, плохо, что ли? Я считаю, отлично. Вот, по этой машинке за 1000, которую я купил, проверить в сервисе. Видишь, у нее много изъянов. Ладно. Плохо еще, знаешь, что в этой игре? То, что нельзя от машины избавиться. То есть, если она пипец, она там сломана, от нее нельзя избавиться. Вот, видишь, у тебя будет некачественный ремонт стоить 8, а качественный, допустим, 44. На начальных этапах это на самом деле много. Нечаянно нажал ускориться, ладно. Все, я ее поремонтировала. Ускорим сейчас процесс. Так, ускоряем это все. Вот еще тут вот это вот постоянно вот это жмякать, это потом надоедает, знаешь, конкретно просто. Недоработано. Теперь смотри. Машину я купил за 1200, да, получается? 1200, 1222, где-то так, да? Его же в ремонт 200. Ты понимаешь? Ты понимаешь, сколько я бабла сэкономил? Теперь смотри, что я делаю. Сейчас встретимся. Вот этот нашел сломанную машину. Нет бы, знаешь, они не продумали этот момент. Нет бы, была бы у меня сломанная тачка, да? Попроси ты у меня скидочку. Да, сделаю я тебе скидочку. Забери ты ее. Зачем мне ее по второму кругу ремонтировать? В этом и заключается, на самом деле, ребят, симулятор автодилера. Автодилер – это кто? Это человек, который покупает машину, а потом продает. То есть промежуточное звено между... Ладно, хрен с ним. Промежуточное звено, между покупателем и салонами, допустим, или продавцами. Неважно. Смотри, рыночная цена 1436. То есть я могу сейчас, если выставлю за эту цену, я подниму $613. Смотри, что я делаю. Я ставлю 50% и поднимаю уже $1331. То есть я возвращаю деньги, которые я потратил на машину, на ремонт, и еще получу сверх этих денег $1331. Понимаешь? То есть круто. Согласись, круто. Если бы мне сказали про такое, я был бы просто счастлив, что я такую информацию узнал. Реально. Вот. 50% постоянно ставишь, и у меня с этой что-то Audi или что-то, с ней постоянно проблемы, я уже достался ее ремонтировать. И бывают такие случаи, да, когда машину приходится ремонтировать, и если в минус уйдешь, это вообще никогда не уходите в минус, всегда пытайтесь выйти в плюс, только а то
репутацию снимут, а дается по 100 репутаций, это вот это до следующего уровня 3885. Дается по 100, а снять может и 300, и 400. Короче, чем больше потратишь, тем больше снимут. Примочки, когда купите, ребят, кстати, потом никуда будут деньги тратить, это я вам уже говорил. Так что до какого-то момента вам деньги будут нужны, потом не нужны, потом, надеюсь, еще будут нужны эти деньги. Ну и все, в принципе, это все советы, которыми я хотел бы поделиться с вами, ребят. Также заходите, не забывайте каждый час забирать бесплатную энергию. Энергию дают и денежек немножко. Помогает. В любом случае помогает, потому что здесь все за энергию. А с вами был канал Dance Play, или сокращенно Deb. Я его был ведущий, Денис. Так что всех хочу поздравить с наступающим Новым годом. Сегодня 30 декабря. Хочу, чтобы у вас все сбылось, что вы загадали. Все желания, мечты, все у вас бы сбывалось. Чтобы вы были счастливы в этом году, в 2019. И чтобы никогда не болели и все такое. Все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Денис. Пока.